Тему сегодняшнего занятия мы определим в конце занятия. А теперь я приглашаю вас к столам, за столы, перед вами ручки и листочки. Попрошу написать вам кто такой 5 компетенций, кто такой патриот. А вам 5 учебных предметов, с помощью которых развивается, что такое патриотизм. Пожалуйста. Напомню вам, что наша школа большое внимание уделяет патриотическому воспитанию. Наши дети являются чемпионами области военно-спортивных игр. ВСИ Победа, ВСИ Орленок, ВСИ Зорница. Мы участвовали в финале России ВСИ Победа в таких городах, как город-герой Севастополь, Волгоград, Туапсе и так далее. Чтобы стать чемпионами области и участвовать в первенстве России, необходимо быть разносторонним, развитым человеком. Нам нужно уметь преодолевать полосу препятствий, метко стрелять, знать историю Отечества и так далее. Я надеюсь, вы писали. Хватило времени? Да. Итак, подведем итог. Пожалуйста, что такое патриот? Целеустремленный человек, ответственный, человек, который любит Родину, умеет защищать себя и своих близких и обязательно здоровый. Совершенно верно. Так, с помощью каких предметов мы развиваем патриотизм? Патриотизм можно развить с помощью основ безопасной жизнедеятельности, обществознания, истории. Также можно к этому пункту отнести физическую культуру и художественную культуру. Совершенно верно. Итак, патриот — это тот человек, который любит свою родину, который в любую минуту может защитить себя и своих близких с помощью таких предметов, как ОБЖ, история, физическая культура, мы развиваем эти качества. Теперь закончим с этой части, переходим к практике. Перед вами лежат 2 портрета. Скажите, пожалуйста, кто на этих портретах? Кто вот здесь изображен? Совершенно верно. Это Лёд Константинович Жуков. Кто на втором портрете? Константин Рокоссовский. Совершенно верно. Константин Константинович Рокоссовский. А кем они являются? Великими полководцами. Совершенно верно. Полководцами нашей победы в 1945 году. Но у меня есть еще для вас сюрприз. Патриот с греческого языка переводится как земляк. И у меня есть один портрет нашего земляка, которого вы, может, знаете, может, нет. Если знаете, то хорошо, а если нет, посмотрите на него, кто изображен на этом портрете. Не знаете. У меня есть подсказка, ребус. Запятые — это последнюю букву надо убрать с этого слова. Кто решит ребус? Можете подойти посмотреть. Совершенно верно. Это покрышка. Трехкратный герой Советского Союза, великий наш летчик непобежденный, которого фашисты боялись как огня. На этом мы заканчиваем историческую часть нашего занятия. Переходим к военно-спортивному. Пожалуйста, подойдите к этому столу. Перед нами лежат предметы. Назовите, пожалуйста, как они. Что это? Магазин от автомата Калашникова. Емкость 30 патронов. Совершенно верно. А почему автоматы Калашников так называют? Потому что изобретатель Тимофей Калашников. Совершенно верно. Я предлагаю вам сейчас на время, кто быстрее снарядить эти магазины. Готовы? Возьмите магазин на старт. Внимание, марш! Можете поддерживать, что вы стоите?
Молодец. Так, победила у нас Эльвира. Но она не просто победила, она много лет занималась в военно-патриотическом кружке у нас в школе и участвовала в соревнованиях. Правильно? Молодцы. Так, а сейчас переходим на следующую станцию. Эта станция у нас спортивная. Быть патриотом — это значит быть сильным, ловким и уметь защищать себя и своих близких. И для этого есть такой вид спорта, как самбо. Самбо у нас сложный технический вид спорта, но начинается с элементарных движений, таких как кувырок, самостраховка. Кувырок, ты умеешь? Да. Пожалуйста. Вот это простой кувырок. Теперь я покажу кувырок со самостраховкой. То есть, когда парк делается платок, тогда это нежнее и все зависит от высоты. Но у нас еще есть самбо, броски, подсечки, болевые приемы. У нас есть человек, который занимался греко-римской борьбой, а также немножко самбо. Это Илья Владимирович Ильин. Прошу показать пару бросочков. Один. Этот бросок называется «Патриот». Илья Владимирович является трехкратным бронзовым призером России, и мой подопечный, я являюсь его наставником, а также тренером греко-римской борьбе, учителем физической культуры в нашей школе. А теперь прошу стола на свои места. Итак, чем мы сегодня занимались? Что мы выяснили? Выяснили, кто такой патриот. Еще? Итак, вы, наверное, догадались, тема нашего сегодняшнего занятия. Интеграция межпредметных связей в сфере развития патриота в условиях дополнительного и общего образования. Совершенно верно. Молодцы. Спасибо за работу. Добрый день. Размышляя о понятии «педагогическая мастерская», мы определили для себя, что это интеграционная технология, соединяющая игровые, исследовательские и проблемные виды деятельности. Именно поэтому в мастерской наставника мы остановились на форме мастер-класса, тема которого – патриотическое воспитание в условиях интеграции общего и дополнительного образования. Цель – диссеминация опыта патриотического воспитания путем квест и кейс-технологий в условиях реализации проекта по наставничеству «Старт, а не фальстарт». Данная цель пошагово решалась следующими задачами: обобщение и распространение опыта работы по использованию инновационных технологий на уроках физической культуры, апробация и внедрение новых форм и методов работы
в условиях реализации программы «Старт», а не «Фальстарт». Создание ситуации уверенности, успешности и сознания владения необходимыми компетенциями молодого педагога. А сейчас бы мне хотелось рассмотреть наш мастер-класс, что получилось, а что нет. Используя технологии сотрудничества и гендерного подхода, членов фокус-группы предложилось разбиться на две группы. Прием ассоциативного куста наметить смысл слова «патриот» и найти интеграционные предметные области, на которых эти качества могут формироваться и развиваться. Ребята и коллеги быстро справились с заданием, так как мы предложили быть членами фокус-группы людям, которые имеют определенные компетенции в области патриотического воспитания. Если бы мы поставили перед собой задачу узнать, в каком состоянии находится обучающий в момент урока, то можно использовать прием цветотерапии. Использовать не белые листы для написания ответов, а предложить ребятам и коллегам выбрать цветные листы и на них работать. В этом случае педагог может анализировать цвет, понять состояние ребенка. Считаю важным отметить тот факт, что в начале тема мастер-класса не была озвучена. Мы договорились, что в финальной части занятия мы поймем и назовем ее. Как мы видим, органично в данной ситуации использование проблемы поискового метода обучения. Этот метод очень хорош для дистанционной формы обучения, которая, к сожалению, имеет место быть. На этом теоретическая часть закончилась, и коллегам было предложено в практической части пройти несколько станций испытаний. Как мы видим, что в этой ситуации как нельзя кстати используются квест и кейс-технологии. Итак, на исторической станции внимание было обращено на магнитную доску, на которой были размещены портреты героев Георгия Константиновича Жукова и Константина Константиновича Рокоссовского. Это героические личности, поэтому узнать их не составило труда. А вот личность Александра Ивановича Покрышкина, нашего земляка-сибиряка, вызвала затруднение, но узнать его помог авторский ребус. Вся информация об этих героях есть на моем сайте. На военизированном этапе мы упустили намеренно технику безопасности огневой подготовки и вклад Михаила Тимофеевича Калашника в разработку оружия. Но ребята знакомы с этим материалом, и также материалы по всему этому есть на моем сайте. Также нам пришлось, чтобы сэкономить время, убрать половину патронов из магазина и оставить всего 15, а не 30, как положено. По-хорошему предлагалось сначала разрядить магазин, потом снарядить. Но из-за ограничения времени мы сделали только снаряжение магазина. Помог оживить эмоционально разряд, атмосферу, соревновательный эффект. На этом этот этап закончился, мы переходим к следующему этапу, это этап спортивный. На спортивном этапе были продемонстрированы элементы самообороны. На этом этапе мастер-класса планировалось 3-4 приема произвести, но так как также времени было мало, сделали только самостраховку и один прием. Также ссылка есть на нашем сайте на все, что есть по самообороне. Хотелось бы немножко сказать о звуке, так как съемка велась в спортзале, звук, конечно, был плохой. Но вы все понимаете, что звук спортзала – это есть звук спортзала. В финальной части группа без труда назвала тему мастер-класса. Это патриотическое воспитание обучающихся в условиях интеграции общего и дополнительного образования. Занятие проходило в организованной и доброжелательной обстановке. Цель была достигнута. Но тем не менее, рефлексия прошла как-то наспех. Хотелось бы еще поговорить и порассуждать. Мы предполагаем, что данный мастер-класс адресован не только учителям физической культуры, но и другим педагогам, а также тренерам ДЮСШ
и руководителем патриотических клубов и секций. В целом мастер-класс мне понравился. Результатом я доволен. Ну а сейчас, уважаемые коллеги, для вас сюрприз. Я предлагаю вам немножко отвлечься и теперь хочу предложить вам несколько упражнений для мышц шеи. Так как мы все сидим, у нас развивается хондроз, остеохондроз и тому подобное. Здесь нужно привести в тонус мышцы шеи и укрепить их. Нельзя делать резких движений при движении шеи, при упражнениях на шее. Делаем раз, пауза, напрягли мышцы. Кидаем назад, два, пауза, напрягли мышцы. Вернули, три, потянули, чтобы шея тянулась. 4, 5, 6, плечи поднимать нельзя. 7, 8, 9, 10. Все упражнения с паузой. Не забываем, чтобы мышцы тянулись. И так тоже 10-15 повторений. Следующее упражнение — это на все мышцы тела. На плечевые, на спину и на ноги. Подходим к стене, хоть к чему. У меня в данной ситуации дерево. Подходим к дереву, к стене, опираемся руками, встаем на пяточки и делаем приседания на пяточках. Раз, придерживаемся, двигаемся на носочки, встаем. Опять раз на пяточках, спина ровно. Встаем на носочках. И так тоже делаем 10-20 повторений. И последнее упражнение. Также стоим возле стены, отодвигаемся. Спина ровно. Делаем наклончик. Но ноги прямые. Должны тянуться. Наклон до конца. Пошли по стене. Опять. Легко отодвинули. Сделали. Кому тяжело, поближе. И так тоже 10-20 повторений. Спасибо. Спасибо за сотрудничество. И хотелось бы всех поздравить вас с наступающим 1 сентября. Желаю крепкого здоровья, только позитивных эмоций и никакого негатива. Спасибо.